Всем привет, мы находимся на китайском сервере и в этом видео разберем нового босса ежедневного. Это у нас будут двухглавые змеи. Нам нужно будет собирать две команды, рассмотрим в принципе топов, чем сейчас бьют первые дни на китайских серверах. Также попробуем ударить данного босса моими командами, которые у меня здесь есть. И разберем навыки босса, что она вообще делает. Соответственно, скиллы я все перевел через нормальный переводчик, так что присаживаемся поудобнее, погнали. Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом по очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин, в ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелиолит. Топ у нас на данный момент выглядит вот так. Ближе к 1,5 миллиарда уже приближаются ребята. Первое место у нас получается аура и яд. Голову, которая для соло целей, он бьет аурой. И там, где нужен масс урон, он бьет соответственно ядом. Тут мы можем посмотреть только общий урон, сколько конкретно какая команда нанесла, тут не показывает, но уже в принципе некоторая ясность есть. Также обратите внимание на вот этого героя, его можно будет получить за 300 круток гарантом, уже во многих пачках он имеется. Это будет просто идеальный вариант для тех, у кого нету лины. Мне также повезло, я данного героя выбил, и так как у меня ауры нету, я применял его со сбором. И в принципе команда, которая вообще в шмотках фиолетовых и частично в легендарных шмотках, в принципе, стоит до конца. То есть держит он вообще неплохо команду. У меня он без пробуждений и даже без вкачанных скиллов. Но вернемся уже к топам. У нас ситуация, в принципе, вот такая. Ну, шмотки, понятное дело, что кому-то повезло, кому-то нет, но тем не менее. Также связь стихии у нас не работает пока что на 5 героев, поэтому можно миксовать и можно увидеть некоторые варианты, такие как и Сириэль, допустим, либо еще кого-нибудь там можно увидеть в других командах. Допустим, смотрите, тут у нас с неустрашимыми он ставит, допустим, этого Минотавра, так как у него есть лина, и соответственно он идет аурой на масс урон, а соло голову бьет через неустрашимых. Женька у него вообще первая, но с артефактом. Тем не менее, второе место он занимает. Также новая медуза, тоже потом сделаем обзорчик на новых героев, когда будет перевод хороший, чтобы в заблуждение не вводить вас. Когда буду уверен, что перевод соответствует действительности, сделаем нормальное видео. Ну и также следом тоже идет аура яд, тоже Минотавр везде используется. Да, я в принципе им поиграл, уже советую как бы баннер хотя бы ради него крутануть, чтобы его гарантом забрать. Герой прям хороший, щиты очень мощные, но это вы увидите, в принципе я вам покажу. Так, тут ледяной взрыв уже вырывается, также использует уже медузу, так как связь стихий пока что позволяет это делать. И тут у нас яд, кстати, уже с латером. В качестве саппорта использует Агока, рейд у него походу нету, но как бы стоят походу до конца. Ну давайте уже перейдем непосредственно к навыкам боссов и посмотрим, что они вообще делают. Да, кстати, вот такая вот прикольная анимация появления, эффектная. У наших змей получается одна вылезла, вторая пока что спряталась, но до нее мы тоже доберемся. Соло таргет у меня команд нормальных нету, я просто собрал кучу саппортов, тут что попало понаставил, просто чтобы понять, что происходит. Давайте пройдемся по скиллам. Пассивные навыки у двух змей в принципе одинаковые, поэтому на второй змее их дублировать вам не буду, просто потому что там все то же самое. У каждой из змей есть изначально 100% стойкости чешуи, то есть урон, который мы наносим, изначально будет снижен. И чтобы эти стаки снять, нужно будет получать бафы нашей команде, либо накладывать дебафы на змею, и также за нанесение урона тоже снижается полоска этой самой чешуи. Когда полоска достигает нуля, босс входит в состояние разлома чешуи, получает уязвимость на 50%. И также его навык, который накладывает штраф атаки на 12 секунд изначально, он заменяется на навык, который будет накладывать тоже штраф атаки, в принципе, но на 10 секунд. И также использование ультимативного навыка змеей вбрасывает состояние разлома чешуи, то есть она обратно накапливает стаки, и нам нужно будет опять их сбивать. Ну и стандартный, в принципе, навык пассивный для всех таких мощных боссов, это иммунка к контролю и также иммунка по резу абсолютного навыка. То есть здесь мы не можем резать ульту боссу и не можем кидать станы. Ну, в принципе, мы уже к этому всему привыкли. Перейдем уже дальше. Первый боевой навык кастуется на 5 секунде. Он наносит урон сиянием всем врагам на карте и накладывает штраф атаки на 12 секунд. Штраф атаки на 50%. Снижение атаки. Ну, как было ранее сказано, в состоянии разлома чешуи будет уже не 12, а 10 секунд. На 10 секунде также враг наносит в области ромб
3 на 3, урон сиянием и накладывает на 12 секунд разлом брони на нас. Также будет на 50% порезка защиты у наших героев. Следом на 14 секунде тут будет по аналогии с Нептуном будет наноситься урон по нашему герою, у которого максимальное количество здоровья. Такая тоже неплохая плюха прилетает, болезненная, но тем не менее выживать можно. Ну и ульта на 18 секунде, соответственно цикл у нас здесь 18, дважды наносит урон по всей карте. И тут важный момент, в принципе как и все боссы, она будет получать каждый цикл стак, который будет увеличивать наносимый урон на 5%. И если она будет ультовать, а все эти полоски не будут сняты, то есть если она будет не находиться в состоянии разлома чешуи, то есть если нам будет не хватать там бафов на нас, дебафов на змее, и мы будем наносить мало урона, и это произойдет 3 раза, то есть 3 раза змея ультует без разлома чешуи, и она получается каждый 3-й раз будет накидывать на себя дополнительный стак увеличения урона. То есть если мы не справляемся, то змея становится еще сильнее, поэтому нужно будет все эти моменты учитывать. Соответственно у нас команда, в любом случае должна будет скорее всего все-таки как-то либо в 2 саппорта, либо у ауры, допустим, с этим попроще, там есть анализис, вот, так как нам нужно и дебафы кидать, и бафы на себя накидывать, и наносить при этом много урона. То есть если мы не будем справляться, то мало того, что мы не будем получать состояние уязвимость на змее, от чего она получает повышенный урон, она будет еще и стакаться быстрее. Поэтому босс довольно-таки сложный на самом деле, особенно для тех, кто либо новички, особо в игру не вникает, либо есть даже люди, которые играют долго, но особо тоже как бы не вникают, у них вечно какие-то проблемы. Вот для них этот босс будет довольно-таки сложноватый. В плане подбора команд, также тайминги нужно будет подбирать правильные под все. Ну давайте пока что на этой голове остановимся, сейчас посмотрим, как тут что происходит. Каждая команда в принципе отбивается отдельно, но если мы умираем, то продолжает бить вторая команда. Кстати, непонятно вообще зачем это происходит, потому что в зачет идет все равно урон, который набила, ну допустим, вот эта команда бьет, умирает, и то, что уже набьет вторая, это не идет зачет куда-то там сюда. И в принципе, если мы отдельно запустим вторую команду и с нее начнем, то соответственно урона будет больше. Поэтому зачем вот это продолжение сделано, вообще непонятно. Ну давайте пока что запустим бой так. Тут у меня команда очень слабая, я сделал больше упора на выживаемость. Шмотки я делал уже второстепенные, но нет, особо не помогает. Вот, собственно, идет вот эта полоска. Тут их две, непонятно, кстати, пока что, какая там за что отвечает. Вот, уже несколько циклов прошло, и только сейчас я смог, в принципе, ввести в состояние уязвимости. Вот эта вот мордочка, это и есть та самая уязвимость. Но нужно будет подбирать так, чтобы, получается, она впадала в это состояние, желательно где-нибудь в начале, чтобы этот цикл длился дольше. Сейчас я вообще без тайминга бью. То есть, если она где-то здесь войдет в уязвимость и, соответственно, ультанет, то смысла от этого, в принципе, и не было. Так как, ну сколько там, 3 секунды это пробудет, или сколько там, 4, ну неважно. Ну, поэтому тоже нужно будет учитывать, как ваша команда наносит урон, сколько там дебафов, бафов, сколько урона успевает нанести, и уже исходя из этого подбирать тайминги. Поэтому, скорее всего, у каждого вообще в зависимости от снаряжения будет как-то индивидуально все, и тайминги и так далее. Поэтому просить какие-то коды в дальнейшем будет, наверное, вообще бесполезно, потому что каждый должен будет подбирать, скорее всего. Это не точно, конечно, но есть такая вероятность, что каждый будет подбирать сам. В общем, как-то так у нас на этой голове. Ну и вторая голова, тут уже, в принципе, шмот я получше сделал. Мне почему-то на этом аккаунте, в принципе, везет со сбором. Вот он, тот самый Минотавр. По нему вообще надо будет отдельный обзорчик делать. Герой прям четкий, очень много всего полезного имеет. Соответственно, я просто не мог не поставить его сюда. Ну и пусть будет даже артред, а чё бы и нет. В одного он команду, конечно, не удержит, это слишком круто. Но у кого есть Лина, Лина будет держать, скорее всего. Я пока что видел Лину только в пачках ауры, но опять-таки у ауры есть анализис, которая вроде как и ДД школы, но при этом она саппорт. Поэтому сравнивать с аурой как-то бесполезно, наверное. Но было бы также очень интересно, как ведет себя здесь сбор, потому что именно, возможно, здесь вот это пробуждение может и пригодиться, потому что она снижает получаемый урон всеми героями сбора. То есть, допустим, Лина, она сама по себе крепенькая, она у нас через защиту играется. Вот, а уже дэмэдж дилеры бы получали пассивный навык от Менелисы. Но это уже на тестовом все проверим. Тут я ничего не проверю, у меня здесь нет ни пробут, ничего, ни шмота, ни Лины, с которой хотелось бы что-то промутить. Вот, поэтому пока что как-то вот так. Но все равно
сборы я потом протестирую. Вот, собственно, что происходит здесь. Первые два навыка все так же, все аналогично, такие же условия на все. Тут у нас также накладывается штраф атаки на 12 секунд. Если состояние разлома чешуи, то соответственно на 10. Урон наносится 3 раза по нам. Ну, в принципе, навык не такой болезненный, поэтому идем дальше. Вот тут уже интересно. Также учитываем, что это первая воронка, если ее так можно вообще еще называть, потому что тут у нас, в принципе, фиксированные цифры есть. Да, короче, змея призывает яйца, которые находятся на карте 10 секунд. И если полученный яйцом урон меньше 150 тысяч, то по окончанию времени действия вот этих 10 секунд на ближайшего к нему врага, то есть к яйцу каждому, которое есть на карте, накладывается эффект опутывания костей также на 10 секунд. Что это у нас за такой дебафчик? Снижение восстановления энергии на 50%, потом наносимый урон также снижен на 50% и скорость атаки также снижена на 50%. То есть не бить эти яйца вообще не вариант, иначе мы будем жестко страдать. Также на 14 секунде тоже в принципе навык похожий с первой змеей, но работает чуть-чуть по-другому. Тут уже идет 3 удара по героям, у которых максимальный запас здоровья, но есть приписочка, что цели могут повторяться. То есть в принципе она может 3 раза влупить в одного и того же героя. И очень больно, между прочим. Ну и ультимейт, соответственно, в принципе, то же самое, что и у первой змеи. Делает 2 удара по всей карте. И если в течение 3 раз вот она ультует, и на ней не было состояния разлома чешуи, то получает дополнительный стак увеличения урона. Ну и в принципе, с каждым циклом она в принципе его получает. То есть тут также не вешать разлом вот этой чешуи вообще не вариант. Или босс быстро забафается, мы не будем получать на боссе эффект уязвимость и будем также от этого страдать. Ну и давайте посмотрим, что у нас происходит теперь на вот этой змеючке. Ну, кстати, как тут сбор себя чувствует, мне в принципе нравится. Единственное, что тайминг я тоже не настраивал на саппортах, да и в принципе арты тут, наверное, не совсем крутой вариант в плане чисток и так далее, так как все это у нее рандомно происходит. Я ловлю штраф. Его, кстати, по яйцам я, допустим, не успеваю нанести нужный урон, и вы можете наблюдать на моих героях вот этот вот дебаф. Плюс расстановка, я прям их в гущу сюда поставил, то есть они в любом случае ловят эти дебафы. Так-то куда-нибудь подубрать бы мою Монелису, ну либо шмот нормально сделать, потому что шмота у меня нет, я ничего не фармил. Вот, в принципе, вот так вот у нас все происходит. Тоже тут понять бы, как эти полоски работают, потому что их тут 2, и какая тут за что отвечает. И как я понял, нужно именно 2 полоски загнать 0. Там одна по-любому, я заметил, на дебафы, а вторая походу как-то связана с уроном, или тоже фиг поймешь, или это бафы, дебафы, короче, что-то такое. Потому что вот я заметил, я бафаюсь, полоска уходит, и когда разлом летит, то тоже полоска уходит, поэтому скорее всего тут одна полоска на дебафы, другая на бафы, но при нанесении урона непонятно, что там как вообще отнимается. Это уже будет проще понять на тестовом сервере, когда уже будут персонажи нормальные, навыками залитыми и так далее, потому что сейчас хорошо, что вообще у меня в принципе есть на Китае, чем как-то проверить. На этом в принципе все, вроде так поверхностно разобрались, навыки смог нормально перевести, ну и в принципе суть, думаю, вы уловили. Поэтому заранее уже так продумываете, что вам лучше прокрутить по баннерам и по героям, чтобы вам эти персы и на финалке пригодились, которая уже скоро будет, и также здесь, чтобы вы уже так примерно прикидывали, чем вы будете бить, так как нужно будет иметь 2 команды. На этом будем прощаться. Всем спасибо за просмотр. Кто не подписан, подписываемся на канал, вступаем в телеграм-канал, ссылочки все в описании. До скорых встреч, всем пока.